Здравствуйте, господа. Я Виталий Портников. В 1941 году гитлеровские оккупанты уничтожили в Бабьем Яру практически всех евреев города. Это стало одним из символов гитлеризма, символов Холокоста. Среди этих людей была и сестра моей бабушки с мужем и ребенком. Так Бабий Яр стал для нее последним пристанищем. После Второй мировой войны советская власть сделала все возможное, чтобы замолчать память о Бабьем Яре. Здесь не разрешалось собираться, здесь долгие десятилетия не было никаких памятников. Здесь запрещалось говорить о том, что Бабий Яр, ставший могилой для людей многих национальностей, был еще и местом уничтожения всех евреев Киева. Здесь пытались построить танцплощадку, и ее строительство привело к оползню и к смерти людей, которые тогда попали в зону стихийного бедствия. Только сейчас, в годы строительства независимой Украины, предпринимаются попытки создать в Бабьем Яру полноценный мемориал жертв. И вот сейчас по Бабьему Яру ударили российские оккупанты. Мою тетку, жертву гитлеровских оккупантов, вместе с десятками тысяч других людей вновь прошили снаряды. Только потому, что российский президент Владимир Путин перенимает практики предыдущих оккупантов Киева. Теперь к жертвам мартиролога Бабьего Яра добавилось еще 5 человек, которые погибли на месте обстрела. На месте обстрела не Бабьего Яра, конечно, а Киевского телецентра, потому что главной целью оккупантов было лишить жителей Киева информации о том, что происходит в стране. Запугать, заставить подчиниться силовым действиям российской политической верхушки. Но как символично, что удары российских ракет пришлись именно на Бабий Яр. Как поразительно, что люди, которые говорят, что они борются с нацизмом, бьют по Бабьему Яру в стране, где только что принят закон об ответственности за антисемитизм. Тоже, кстати, продиктованный, как вы понимаете, еще и тем, что в Украине помнят о жертвах Бабьего Яра. Делают все возможное, чтобы добиться гармоничных отношений между людьми разных национальностей. Поэтому в Украине вы никогда не столкнетесь с тем презрением к людям, не принадлежащим к основной нации, с которой всегда можно столкнуться на территории самой Российской Федерации. Вот все это презрение к мигрантам, все это уверенность в том, что есть люди первого сорта, а есть второго. Все это презрение к народам самой России, которые практически уже лишились права изучать собственные национальные языки и развивать собственные культуры. Всего этого в Украине не было, нет и, надеюсь, не будет. Не будет, разумеется, если не состоится российская оккупация. Потому что в случае, если она состоится, тогда угнетенными на своей собственной земле будут уже сами украинцы. Мы же видим, как относятся к украинцам и к их культуре, к их языку, к их истории, к их цивилизации российский президент. Как он упорно, из года в год доказывает, что никаких украинцев не существует, что они не имеют права на собственную государственность, что они не имеют права на собственную культуру, что Украина — это государство, чуть ли не придуманное Лениным, а значит, уже поэтому не имеющее права на существование. И мы прекрасно понимаем, что Путин относится к украинцам практически так же, как Гитлер к евреям. Ведь Гитлер тоже отказывал евреям в праве на существование и говорил о необходимости окончательного решения еврейского вопроса. Сейчас в России
Придворные публицисты тоже говорят о необходимости окончательного решения украинского вопроса. Можно сказать, что российская официальная пропаганда дублирует официальную пропаганду гитлеровской Германии, а сама Россия, как две капли воды, начинает в своих действиях в Украине походить на гитлеровский рейх. Потому что мы видим, как обстреливают жилые кварталы в украинских городах, как не щадят мирных жителей, как запугивают население, чтобы оно скорее сдалось оккупантам. И, разумеется, такое отношение, оно не то что нарушает основные правила войны, оно нарушает правила человечности. Ведь мы видим, что уже сейчас враг хочет уморить украинские города голодом. Он не позволяет создавать гуманитарные коридоры. Он не позволяет подвозить в города продукты. Возникает вопрос, а за что, собственно? Почему Путин карает Харьков, где большинство населения всегда говорило на русском языке и с симпатией относилось к своим соседям по ту сторону границ? Почему Москва принимает решение об обстреле центра Харькова? Почему сейчас говорят о возможности обстрела и уничтожения Софии Киевской, величайшего храма времен Киевской Руси? Конечно, мне скажут, что не может быть такого обстрела, а я скажу, может быть. Если Министерство обороны Российской Федерации нанесет удар, допустим, по зданию Службы безопасности Украины на Владимирской с такой же точностью и профессионализмом, как оно нанесло удар по украинскому телецентру, то считайте, что у нас с вами больше нет Софии. Хотели по телецентру, нанесли удар по Бабьему Яру. Захотят по Службе безопасности Украины, разрушат Софию Киевскую и исторический центр Киева. Будут стрелять по зданию Киевской областной администрации, мы можем попрощаться с Киево-Печерской лаврой. Путин просто хочет стереть Киев с лица земли. Уничтожить город, который в учебниках истории России называется матерью городов русских. Вот не будет больше этого города. Никакой матери у русских городов. Никакой матери у России. Бывает же ситуация, когда сын уничтожает свою родную мать. Во всех былинах, во всех страшных историях о зле. Это, пожалуй, самый сильный, самый драматический, самый страшный символ. Российские военные вот таким же образом сейчас уничтожают Киев. А Харьков уничтожали уже с утра. И обстрел Бабьего Яра — это один из печальных символов этого уничтожения. Никогда над этим местом тотального уничтожения не должны были раздаваться взрывы ракет и бомб. Никогда те, кто были зверски убиты гитлеровцами, не должны были быть потревожены новыми оккупантами. Но все это происходит. Происходит на наших глазах и останется несмываемым позором в истории российского государства и в истории русского народа. Не думайте, что от этого удастся легко отмыться. Не удастся. Спасибо. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него. Подписывайтесь на мои социальные сети и на канал на Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Мира вам!